Всем привет, с вами Иван Хорев. В этот раз я расскажу вам об очередном представителе ветки Курта танка — истребителе 8 уровня Та-152. Предыдущим самолетом ветки был Фокке-Вульф 190D. Увы, уже исследованных модулей нам от него не досталось. Но отчаиваться не стоит, лучше посмотрим, чего ждать нам от новой машины. Та-152 начинает радовать сразу после покупки. Прочность, скорость, маневренность, высотность. По всем этим параметрам он оставляет своих предшественников далеко позади. Единственное, что поначалу хуже, это огневая мощь. Но это только до исследования пушки МК-108. Да и вообще, наш герой предоставляет неплохой выбор комбинации орудий. Конфигурация вооружения колеблется от легкой с 3 20-мм орудиями до тяжелой батареи из 3 30-мм пушек МК-103. Естественно, тот или иной набор вооружения влияет на скорость и маневренность. Мы же посоветуем остановиться на золотой середине — 30-мм пушке МК-108 и 2 20-мм пушках МГ-151-20. Такой комплект сохраняет и достойную скорость, и неплохой маневр. Чем наш самолет отличается от предыдущего, разобрались. Теперь давайте посмотрим, как он чувствует себя среди одноклассников своего уровня. Начнем с прочности. Уж чем, а количеством очков прочности Фокке-Вульф не обделен. Крепче него только американский F-2G Super Corsair. Со скоростью тоже все в порядке. В оптимальной конфигурации Та-152 является одним из самых быстрых на уровне. Он конкурирует с Як-15, Мустангом и Супер Корсаром, но прилично уступает только реактивному 262-му Мессеру. К тому же Фокке-Вульф обладает самой большой высотностью, что очень сильно расширяет тактический простор. Широкий выбор орудий заставляет колебаться параметр огневой мощи от максимального на уровне до откровенно средненького. Так что еще раз обращу внимание. Топовое вооружение при высокой огневой мощи очень ударяет по скорости. Оно делает Та-152 уязвимым и ухудшает без того низкую маневренность. А со стоковым вооружением будет непросто тягаться с противниками, у которых большой запас прочности. Тем более, если они вооружены крупным калибром. Так что лучше всего подобрать вооружение под свой стиль боя. Но достаточно сравнений. Пора уже и лететь. Для начала, как всегда, топ списка. Высотность у нас большая, так что грех этим не воспользоваться. Забираемся на 2,5-3 километра и даже чуть выше. Отсюда мы как коршуны будем падать на наших противников. Но совсем в одиночку лучше не ходить, ведь мы не одни такие хищники. Поэтому будем крутиться недалеко от скопления союзников. Так и шансы на выживаемость выше, и вражеские самолеты ловить проще. Одними из наиболее приоритетных целей для нас будут реактивные машины, которые для этого уровня боев совсем не редкость. Таких всего 3. Мессер 262, Як-15 и британский П-1056. Им мы и уделим самое пристальное внимание. Наиболее опасен для нас из этой троицы 262-й Мессер. Высотность у него сравнима с нашей, а вот вооружение, прочность и скорость куда больше. Так что если одна из этих ласточек летит в нашу сторону, не зеваем. Поскорее уходим с ее курса, иначе от залпа 4 тридцаток не спасет даже наш солидный запас прочности. Лучше всего подныривать под вражеский самолет с последующим выходом ему в хвост. Маневренность у Мессера совсем никакая, и довернуть ему будет очень сложно. Примерно такая же ситуация и с британцем. Вооружение у него еще злее, маневренность чуть лучше, но вот по скорости он нам проигрывает. Поэтому можно либо отрываться от него на скорости, или же резким маневром заходить ему в хвост. Ну а дальше дело техники. А вот с Яком такая уловка не сработает. Скорость советского самолета сравнима с нашей, а маневренность у него куда больше. Но и у него есть слабое место — высотность. Если Як сел вам на 6, то не нужно начинать виражный бой. Лучше тащите его на высоту, где эффективность двигателя у него ниже, а значит, можно будет оторваться. В процессе не забывайте крутить бочки и вообще,
не давайте держать себя на мушке. Затем разворачивайтесь и расстреливайте попавшего в сваливание незадачливого летуна. Избавившись от этих машин, можно заняться более привычными винтовыми самолетами. Основной способ борьбы, конечно же, бум-зум. Только не надо падать на приближающегося противника. Обязательно промахнетесь. Лучше пропустить его под брюхо и догнать в пике. Так время огневого контакта будет куда дольше, а сам маневр эффективнее. А вот с медленными врагами можно и на проходах повоевать. Набираем скорость по прямой, отлетаем на 1-1,5 км, даем разворот и сближаемся с противником, поливая его из всех стволов. И обязательно готовимся отвернуть в случае чего. Таран, конечно, оружие героев, но после него бой для вас закончится. Штурмовики. Их тоже не оставляйте без внимания. Но будьте осторожны. Михалыч на Ил-20, например, орудует пушкой в 23 мм, которая бьет крайне больно. Да, и курсовое вооружение штурмовика даже уровнем пониже прихлопнет нашего коршуна. Так что атаковать штурмовики лучше всего с борта или из слепой зоны. А вот наземные цели лучше всего игнорируйте. Нашему самолету на малой высоте будет крайне неуютно, да и вражеские бумзумеры дремать не будут. Исключения составляют только те моменты, когда команда вот-вот проиграет по преимуществу. В таком случае уничтожение пары точек ПВО не будет чем-то зазорным. При попадании на дно списка мы тоже не будем отчаиваться. Правда, вот в авангарде союзных сил летать уже не стоит. В таких боях основную массу противников составляют реактивные самолеты и штурмовики. Так что лучше играть на вторых ролях, добивая покалеченных соперников и поддерживая союзников огнем. Теперь пришло время подвести итог. В плане тактики и поведения Та-152 не преподнесет никаких серьезных сюрпризов. Ну, кроме появления в боях реактивных самолетов. Характер машины все так же остается нордическим, как у всей ветки Фоке-Вульфов. Так что оставайтесь спокойны и расчетливы, и победа будет у вас в кармане.